ним невозможно жить. Он думает, что он мобильный разработчик. Сейчас практически каждая уважающая себя многомиллиардная инди-корпорация пытается войти в мобильный гейминг. У Activision это получается. Ubisoft пытается просто выжить. Любой ценой. Ну а PlayStation уже традиция каждый год обещать покорить мобилки и каждый год ничего не выпускать. И на этом фоне компания Nintendo тоже захотела вступить в банду успешных мобильных миллиардеров. Конечно, самыми последними, но лучше никогда. Просто никогда. А чё в нашу контору пришел? Хочу с пацанами. Хотя, казалось бы, кто, как не Nintendo, может взорвать мобильный рынок? Ведь все, что они делают, это и есть мобильные игры. Только без доната, а еще без графики, оптимизации и багами. И продается это все десятками миллионов копий. Мы бедные, овечки, никто нас не пасет. Ну что вообще я, гордый ПК-геймер 4090, могу знать о играх Nintendo? Да как вам сказать, просто я самую малость, ну вот вообще немного Nintendo-любознательный. И из всех мобильных игр Nintendo больше всего у меня было надежд на Mario Kart Tour. Ведь что может быть проще, чем перенести аркадную мультяшную гонку на телефоны? И вместо кнопки вперед зачем-то добавить автоезду. Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются. Управление в этой игре настолько гениальное, что здесь даже нет понятия вправо-влево. Вместо него у нас стрелочка направления машины, которая вот прям вообще не отвлекает. Я здесь всю неделю! А точнее, я буду здесь всю свою жизнь. Но разработчики прекрасно понимали, какая получилась. Какуля. И добавили в игру нечто новое в серии. Невидимые стены. Управление гироскопом вообще по приколу сделали. Ну кому нужна будет эта ваша настройка чувствительности? Вот, кстати, типичный игрок Mario Kart Tour. Куда катится моя жизнь? Но бедная инди-корпорация услышала просьбы игроков и спустя всего лишь год в игру добавили горизонтальное управление. Правда, меню по-прежнему вертикальное. Потому что схавают! И раз уж Mario Kart считается киберспортивной игрой, несмотря на то, что победа в ней полностью зависит от рандома. В мобильной версии тоже есть мультиплеер. Добавили его как раз недавно. Всего лишь спустя 3 года после релиза. А зачем? Игру в целом очень интересно развивали все эти годы. Сначала бесплатно добавляли трассы из прошлых частей. Потом эти трассы начали отзеркаливать. А под конец просто ставили на карту динозавра и назвали это новой трассой. Возможно, вам сейчас кажется, что для аркадной гонки здесь как-то все медленно. Вон, даже я быстрее. Так вот, вам не кажется? Скоро здесь буквально продается по подписке. Сверхналог? Ты сверху? И если в обычном Mario Kart детали машин с разными характеристиками и гонщики всегда получались бесплатно, здесь они выпадали из гачи. Очень жадной гачи. Мне выпали крылышки, и это всего за пятихатку. Но после того, как на Nintendo подали в суд, эту систему пришлось изменить. И теперь комплект гонщика, машины и планера можно просто купить. За просто $177. Да вы, блядь, ухали, вашу мать, что так дорого? Ну или купить комплект по скидке всего лишь за $124. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Самый главный вопрос: зачем вообще в это играть? Если за такие деньги можно купить себе бэушный Switch, где Mario Kart будет абсолютно бесплатным. Вот, кстати, мой Nintendo Switch. Так вот, Nintendo тоже не знает и прекращает поддержку Mario Kart Tour. Лица всех тех, кто купил 3D-модельки за $177, представили? Но перед гонками у Nintendo была еще одна попытка пояснить за Марио мобильным геймерам. И они выпустили Super Mario Run. Абсолютно бесплатно, без доната, с покупкой полной игры за 700 рублей. И продолжительностью игры в целый 1 час. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. И не то чтобы я фанат Марио. Честно, мне больше нравится Баузер. Но в Mario Run свои плюсы. Например, это единственная игра Nintendo с поддержкой геймпада. Ведь именно в раннере с автобегом, где весь геймплей это нажатие одного пальца на экран, нужен геймпад, а не в какой-нибудь там гонке. Ты приемный.
И раз уж у нас здесь полноценная однопользовательская игра за деньги, в отличие от онлайновой Mario Kart, интернет для этой игры, естественно, требуется обязательно. На кой хрен он здесь нужен? Что за вопросы? Нет, нельзя. При этом абсолютно бесплатно прямо сейчас можно поиграть в прекрасный новенький Mario Wonder. Достаточно просто включить компьютер, взять в руки геймпад от Xbox и выкрутить на максимум звук в этой семейной игре года. Громче, еще громче! Я не слышу хруста позвоночника моих врагов! И такую громкость для геймера, чтобы аж соседи завидовали моему веселому геймерству Mario Wonder, смог мне обеспечить только игровой саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 с 3 усилителями для высоких, средних и низких частот. Он поддерживает все консоли, ПК, телефоны, телевизоры. Да хоть друга своего по USB можно подключить. А еще в него встроена звуковая карта. Но главное, что даже самые дешевые наушники с этим саундбаром будут звучать как премиальные, за счет той самой встроенной современной звуковой карты. А удаленно управлять Sound Blaster Katana V2 можно как по пульту, так и через приложение для смартфонов и ПК. Я бы даже назвал этот саундбар 4090 в мире саундбаров. Но он стоит дешевле айфоновских затычек в уши. А пока я настраиваю RGB подсветку под следующую прекрасную мобильную почти игру Nintendo, купить или понюхать Sound Blaster Katana V2 можно по ссылке в описании. Ну а последняя попытка Nintendo перенести Марио на телефон и стал Dr. Mario World. Попытка настолько успешная, что игру закрыли без какой-либо возможности ее запустить. А после Nintendo вообще поклялась никогда не выпускать Марио на телефоны. Была эта игра чем-то средним между Candy Crush и Tetris Battle Royale. Но обладатели телефонов оказались не готовы к инновациям. Такие бесплатные игры достойны быть только на Nintendo Switch по платной подписке. Какашка. Отменная. Похоже на дерьмо. Конечно, похоже. Похожая судьба была и у первой попытки Nintendo сделать свою собственную тамагочи социальную сеть Митома. Ну а закрыли ее, потому что Nintendo так и не разобралась, как на этом заработать. Упущу момент, чем в этой социальной сети для детей занимались взрослые. Ведь все, что было в Митома, навсегда останется в Митома. Это останется между нами. Да и у взрослых фанатов Nintendo на телефонах сейчас другая забава. Animal Crossing Pocket Camp. Это как обычный Animal Crossing, только бесплатно и дороже. И чтобы играть бесплатно, все равно нужно оформить 3 подписки за 12 баксов. Никакого подвоха, никаких фокусов, никакой иллюзии. Это чистейшая физика и моя суперспособность тонко чувствовать баланс. И для своего мобильного симулятора жизни Nintendo реально постарались и активно добавляют новый контент. В отличие от полноценной игры на Switch, где на новый контент забили практически сразу после релиза. Подумаешь, 43 миллиона проданных копий. Pocket Camp одна единственная тема стоит как полноценная игра на Switch. Раньше строили бандиты церкви, чтобы так свои грешки замаливать, а сейчас... Animal Crossing Pocket Camp. Собственно, поэтому в Pocket Camp, в отличие от полноценной игры, нет перевода. Nintendo понимает, что все богатые люди знают английский. Мне просто хочется понять, что такое произносить, но я не понимаю. Но в целом это старая добрая Animal Crossing, куда взрослые люди убегают от дневной рутины, чтобы заниматься милыми и невинными вещами с животными. Сатанизм там, однополые браки, расовое разнообразие. Зато женщины здесь могут себя почувствовать прям так по-домашнему. Это вы еще не знаете, чем взрослые занимаются в Роблоксе. А за 60 тысяч лайков я обещаю когда-нибудь объяснить на камеру перед вами и Господом, зачем мне вообще аккаунт в Роблоксе. Но все эти никому неизвестные бренды Nintendo по типу Марио — ничто против главного доильного аппарата покемонов. Это что за покемон? Иди сюда, давай. И на телефоны покемонов вышло больше, чем всех игр Nintendo вместе взятых. Как вам, например, безобидная игра Покемон Кафе, где нужно приносить в жертву 10 иви, чтобы сделать кофе. Во имя сатаны, естественно. Кормим мы этим тоже покемонов. Их собственными братьями. Ну а после того, как покемон наелся, с этого момента он становится рабом нашего дружного заведения. И что же ты испекла? Кто-то насрал. Донат в этой игре тоже очень скромный. 3 батл пасса, специальные предложения, золотые желуди за 6000 рублей. Еще. Даже выскакивающие баннеры, как в старом недобром Red Shadow Legends.
Ну, приветики. И похожая игра а-ля «Собери фигурки в ряд» уже была у Nintendo на телефонах и называлась Pokemon Shuffle Mobile. Но там было слишком мало доната и слишком похожая на настоящую игру, поэтому на нее забили. А вот Pokemon Quest уже действительно что-то вроде настоящей игры. Даже на Switch есть. Фактически это мобильная версия серии игр Pokemon Dungeon, на которой у Nintendo так и не получилось заработать. Поэтому для бесплатной игры они прям постарались и придумали абсолютно новую систему доната, где вы не можете просто так взять и купить донатную валюту. Получается она за покупку отдельных наборов. Сколько? Немало. Сколько? 65 плюс еще 20. И если в этой игре есть хоть какой-то смысл, смотреть в туалете, как твои покемоны дерутся автоматически, прокачиваются автоматически, донатить, правда, еще сами не научились, то вот в чем смысл выпускать прям полноценную игру про самого бесполезного покемона Мэджикарпа, я в душе не Алибабу. Он здесь даже не эволюционирует. Все, что делают Мэджикарпы, это прыгают и качаются. А после того, как ты полностью прокачал одного Мэджикарпа, нужно прокачать следующего. И в это реально кто-то донатит. Какой смысл? Самое безумное, у всех этих игр даже оценки хорошие. Порядок? Винсент. В какой-то момент игры по покемонам даже играми перестали быть. Покемон Смайл — это вообще пошаговая инструкция, как чистить зубы. Все, что у тебя во рту, ты глотаешь. Но так как я слишком стар для подобного гейминга, то попросил своего малого продемонстрировать геймплей. Но как тебе нравится? Ты еще за щекой не все вычистил. Вообще это милое и доброе приложение для мальчиков, девочек. Нет в списке, нет ответа. У меня живут две личности. И Самвел. А главное, без доната, ведь игра для тех, кто еще даже не научился чистить зубы. А вот тем, кто не научился спать, уже в принципе можно продавать целых 2 слип-пасса. Но в целом Pokemon Sleep это тоже детское и невинное приложение, зачем-то записывающее звуки детей. Мишка Фредди знает, кому скоро в школу. Мне уже интересно, чему будут учить в следующих детских играх Nintendo. Выпрямили спину и какайте! А самой прибыльной мобильной игрой Nintendo до сих пор остается Pokemon Go. И я бы много рассказал о всех манипулятивных способах доната в этой игре, но она уже свои 6 миллиардов заработала. Сколько при этом было случайных нелегальных мигрантов, пересекающих границу ради Бульбазавра, и сбитых пешеходов. История умалчивает. Концепцию светофоров тебе навязывает правительство. Поэтому помянем всех, кто не пережил хайп 2016-го. Не надо! Сережа! Сейчас же в Pokemon Go достаточно проблематично поиграть. Мало того, что сама игра из себя будет представлять смену координат на эмуляторе геолокации, так еще и разработчики бросили все силы для борьбы с нелегальными геймерами. Не просто же так лозунг покемонов «поймать их всех». А знаете, у кого еще был лозунг «поймать их всех»? Правильно, у безымянного австрийского художника. Чуть менее успешный, но чуть более похож на полноценную игру про покемонов в 2019 году вышел Pokemon Masters. Здесь даже есть озвучка персонажей. Впервые за 27 лет существования игр по покемонам. Правда, без ловли самих покемонов. Эту ненужную механику заменили на любимую донатную гачу. Но все в порядке. Все американские покемон-блогеры без ума от этой игры. Я представляю вам лучшую мобильную игру про покемонов на сегодняшний день. Просто все в этой игре наполнено душой. Реферальную ссылку они тоже по доброте душевной вставили. Я там притаился! Ну а лично меня в Pokemon Master смущает только 3 момента. Во-первых, очень странная система романсов. Ведь зная лор покемонов, это есть сколько? Лет 10? Во-вторых, почему-то при выборе любого цвета кожи, кроме белого, у меня сломалась игра. Я пока что еще не решил, плюс это или минус. Это игра для белых. Ну и самый незначительный момент. 53 тысячи рублей, чтобы выбить гарантированную легендарку. Неужели это законно? Незаконно это ни хрена. В какой-то момент у разработчиков покемонов закончились идеи, и они отдали права на следующую игру китайцам. Китайцы тоже особо не думали и сделали из покемонов Dota 2. Ну вот, продолбили мне дырку. Это моя первая новая дырочка.
Смотрите, страшно очень. И для справедливости игра неплохая. Если не обращать внимания, что в ней нет характеристик, статов, счета и хотя бы понимания, побеждаешь ты или нет. Ведь главное это не победа, а донат. Правильно. Немного, конечно, расстраивает, что покемонов нужно покупать отдельно. Чуть сильнее печалит количество скинов исключительно за деньги. Ну и самую малость печальку вгоняют артефакты, влияющие на силу покемонов. Как именно непонятно, ведь самих параметров у покемонов нет. Хорошо, хоть цены демократичные. Прокачать один предмет стоит $40. Даже дешевле, чем полноценная игра по покемонам. Кто-нибудь знает, что это? Бесплатно прокачать артефакты тоже можно. Займет это немного времени. 500 дней на одного покемона. Ты здесь навеки. А вот Fire Emblem Heroes, хоть и не самая прибыльная мобильная игра Nintendo, но почетно занимает звание самой жадной. Уже на релизе первые 10 тысяч скачавших принесли $2 миллиона. Мы лохи или мы не лохи? Ты лох. А вы? И я лох. И хоть на первый взгляд по геймплею кажется, что это... Дерьмо. то на самом деле это... Дерьмецо. Nintendo буквально взяли за основу свои самые первые пиксельные пошаговые RPG-стратегии Fire Emblem и перенесли это на телефоны. Только добавили немного магии Nintendo. Например, 1000 персонажей из 13 разных баннеров. Пойду возьму кредит. Но все в порядке. Вон на Черную Пятницу даже скидки запустили на донат. Приятное ощущение, приятное. Да, определенно. Осталось только понять, что в этих пикселях занимает 4 гигабайта, когда даже полноценная игра для 3DS с катсценами, сюжетом и 3D весит в 2 раза меньше. Это было тяжело. Мне не понравилось. Хотя вон вроде игровым журналистам понравилось. Хорошая мобильная игра. Пожалуйста, покажись врачу. Мне данная система монетизации в принципе даже пришлась по душе. Система монетизации не просто щадящая, она тебя не заставляет в принципе тратить деньги. Все это засасывает. Хватит нести этот бред. Однозначно рекомендация. А если это видео посмотрело вас до конца, то спасибо всем за лайк, подписку на Бусти и Patreon. И всех с наступающим Новым Годом! Ведь это мой самый любимый белый праздник в году. Дед Мороз — это символ мужского белого патриархата. Лучше? Лучше.